Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Сегодня я расскажу продолжение нашей попытки легализации нашей недвижимости в Сербии в связи с выходом нового закона от 8 декабря. И расскажу сегодня о том, как мы обратились к адвокату, с какими трудностями, в какой капкан мы попали. Вот. Хочу сказать, что в Сербии мы живем уже 5 месяцев. Нам все так же продолжает нравиться Сербия, нравится ее природа. Несмотря на то, что нам пишут о том, что загрязнен воздух, еще какие-то минусы перечисляют. Я всегда буду говорить, что мне Сербия очень нравится. Я ее полюбила буквально благодаря тому, наверное, что она очень похожа на мою родину, на Крым. Поэтому мы не разочарованы жизнью своей в Сербии. Но нам пришлось столкнуться с адвокатской работой. Мы не поняли вообще, как это работает в Сербии. Неужели так работают все адвокаты? Конечно, этой ситуацией мы были расстроены. Возможно, на моем канале, посмотрев все эти два видео, первая часть и вторая, где в первой части предыстория, почему мы обратились к адвокату, а во второй я расскажу именно о том, каким образом мы общались с адвокатом и что из этого вышло. Возможно, кто-то из местных мне сможет ответить, подсказать, почему у нас сложилась такая ситуация, неужели все адвокаты работают именно по такой схеме. Так что смотрите, пишите ваши комментарии, всем буду рада. Мы встретились в этот же день с девушкой, это было буквально 3-4 дня назад. Девушка, естественно, мило улыбаясь, представилась, сказала, что я адвокат, меня зовут так-то. Вот, значит, мы ей объяснили. Я уже говорила, что сын разговаривает по-английски, то есть у нас не было взаимопонимания по языку. Адвокат нас абсолютно четко поняла, что мы хотим от нее. Вот, и, в принципе, сын неплохо уже разговаривает и по-сербски, и понимает по-сербски. Я как бы тоже частично понимаю, но не так хорошо, как он. Поэтому каких-то недомолвок не было абсолютно. Мы прекрасно поняли, что она говорит, и она прекрасно понимала, что говорим мы. Мы, как вот я вам сейчас объяснила нашу ситуацию, точно так же объяснили адвокату девушки нашу ситуацию и сказали, что наш вопрос к вам тот, что можем ли мы через вас оформить нашу квартиру в связи с выходом этого закона 8 декабря, который вступил в силу, значит, сделать в собственность нашу квартиру, оформить ее, легализовать. На что мы получили утвердительный ответ. Она сказала: да, можете. Тут же она попросила нас подписать документ, который дает ей право представлять наши интересы, то есть заниматься этим делом, что нас сразу, конечно, смутило. Мы сказали, что, извините, а вы уверены, что это возможно сделать? Потому что вы же еще не видели документы. То есть мы еще ей не показали, мы просто на словах объяснили. Человек сразу согласился, сказал, что да, можно. Давайте вы, наверное, хотя бы позвоните нашему застройщику и с ним обговорите, какие у него проблемы существуют вообще, можно или нельзя. То есть, попытайтесь как-то хотя бы во что-то вникнуть. Вот, то есть, как бы мне было понятно, что подписывать такой документ, уже давать человеку право заниматься нашим вопросом, когда она четко не сказала, что да, все хорошо, то есть, вернее, она сказала, что да, можно, но при этом было понятно, что это может оказаться не так, потому что она не владеет еще информацией абсолютно. Она даже не пообщалась с застройщиком с нашим. И сын прям ей сказал, что вы, пожалуйста, позвоните хотя бы сейчас при нас нашему застройщику, поговорите с ним, что там за проблемы существуют. Вот. Она поняла, что мы пока отказываемся подписать эту бумагу, значит, тогда она попросила с нас: давайте я сделаю копию ваших паспортов, и копия, у нас был с собой договор покупки нашей квартиры, копию договора покупки вашей квартиры. Ну, мы дали, она пошла, сделала, значит, вернулась и стала при нас звонить застройщику нашему. Разговор был не на громкой связи, было что-то слышно, ну, как бы, то есть мы доверились тому, что она нам потом сказала. Сказала она следующее, что застройщик сказал, что для того, чтобы ему укнижить наше здание, построенное вот им, и сделать поквартирное разделение, ему город дал в обязанность заасфальтировать дорогу, которая ведет к нашему дому. То есть у нас существуют такие проезды, там первый, второй там, и так далее. И, значит, одну из этих дорог, которая ведет к нам, этот проезд, его город обязал заасфальтировать.
Казалось бы, что проще? Застройщик не против, абсолютно. Мы были бы рады, у нас была бы заасфальтированная дорога. Казалось бы, что проще. Но не все так просто. В Сербии вообще не все так просто. В общем, оказывается, что эта дорога является собственностью какого-то человека, который вообще даже не проживает не расположен его дом на этой улице. То есть там проживают другие люди, а сама дорога принадлежит какому-то частному лицу, и с ним не представляется возможным никак договориться или связаться. По какой причине, непонятно. То есть нам вот то, что было сказано, вот я вам рассказываю, как нам сказали. По какой причине там не представляется возможным договориться, непонятно абсолютно. Поэтому, значит, застройщик пытается что-то сделать, даже встречался там с вышестоящим, даже с мэром города. В общем, возможно, что-то как-то решится, но точно не в ближайшее время. Застройщик нам говорит только одну фразу. У меня есть время до 2031 года. Ну, к сожалению, у нас нет столько времени до 2031 года. Мало ли что может случиться за 6 лет. У нас должна быть возможность нормально, официально продать, получить те деньги, которые мы хотели за эту квартиру. Поэтому 6 лет – это слишком большой срок. Тем более, что нам было обещано, что через год, через два обычно право собственности в кадастр вносится. Вот. Никаких 6-7 лет, конечно же, мы на это вообще не рассчитывали. Вот. Но застройщик говорит, что у меня есть по закону 7 лет, ну сейчас уже 6, до 31 года. И вот если я не делаю это, не вношу разделение кадастровое до 31 года, тогда вы имеете право на меня подать в суд. И суд вам должен присудить внесение в кадастр. Вот, то есть я так понимаю, что всем домам должны подать в суд, и тогда присуждают. В общем, я не знаю, забегать вперед не буду, но смысл такой. Вот, в общем, девушка нам объяснила, что застройщик ей сказал так. В принципе, мы отчасти эту историю уже знали, то есть это было для нас не ново, за исключением каких-то нюансов, не более того. После чего мы спросили у адвоката девушки, скажите, сколько будет стоить ваша консультация? На что получили ответ. Консультация бесплатна. Мы к ней обратились с вопросом, можете ли вы сделать это кадастровое разделение, значит, в связи с этим выходом этого закона нового. На что нам девушка опять же подтвердила и сказала, что да. То есть, сколько будет стоить, мы спросили у нее. Чтобы, ну, это, естественно, нормальный разговор двух заинтересованных сторон. Один продает свою услугу, второй покупает ее, если его это устраивает. Вот. Сначала мы выяснили возможность сделать, нам был дан удовлетворительный ответ, сказали, что да. Вот. А потом мы поинтересовались, сколько это будет стоить. Нам озвучили сумму. Сказали 200 евро, значит, и 50 евро, потому что у нас два собственника, то есть чуть больше будет. 250 евро, и плюс там пошлина государственная, но это уже не к ней отношения не имеет. То есть ей мы должны были заплатить 250 евро, если бы она нам сделала вот это кадастровое разделение. Ну да, нас это устроило, мы сказали, хорошо, все, пожали друг другу руки, поулыбались, попрощались, и, значит, она сказала, что приходите там завтра, послезавтра, как вам будет удобно, подпишите этот договор, где прописано, что адвокат имеет право представлять наши интересы, заниматься нашим делом. Вот. Там через 2-3 дня мы ей снова позвонили, она сказала, да, приходите, конечно, я вас жду, вот, но есть проблема. Это было по телефону сказано. Прям вот таким образом. Но есть проблема. Сын тогда ее спросил, а что за проблема? То есть что-то серьезное? То есть невозможно сделать? Она сказала, нет, не серьезно. Приходите. Приходите, я расскажу. То есть, по сути, это был ключевой момент, который мы не поняли. В Сербии, если вы приходите второй раз к адвокату, то получается, что вы уже даете как бы свое согласие неофициально. То есть мы ничего не подписали, ни один документ, не дали свое согласие на бумаге. И даже неофициального, то есть на словах согласия нашего, еще не существовало. Вот, в общем, мы уверены в том, что все хорошо, но существует всплыла какая-то проблемка, ну что это за проблемка, видимо, нам объяснят, видимо, она не настолько серьезная. Вот, значит, нас ждут. Мы с уверенностью в том, что адвокат будет делать вот это вот, займется этим делом по квартирным разделениям, внесением в кадастр.
получением права собственности для нас. Вот, что стоит это 250 евро, когда она это сделает, мы ей оплатим. То есть нас все устроило, и мы пошли к ней. Пришли даже еще с нашим котейкой, потому что мы ехали из ветеринарки, ему только сделали укол, мы не успевали домой зайти, чтобы его оставить. Вот, и получилось немножко раньше. Погода не очень хорошая, дождь. И мы, извиняюсь, как два глупыша с сыном стоим с этим котом больным, под дождем, вообще там где-то в магазине спрятались, где-то еще, ждем нашего адвоката. Вот, сейчас, конечно, мне уже смешно, я понимаю, что мы выглядели очень глупо, потому что нас, по сути, я забегая вперед, вам скажу все-таки, что нас, по сути, обвели вокруг пальца. Вот, в общем, девушка мило улыбается, все прекрасно, но говорит следующее, что вашего дома не существует в кадастре. Поэтому сделать для вас сейчас разделение поквартирное не представляется возможным, потому что по квартирам невозможно разделить, если его даже в кадастре нет, этого дома. Мы сказали, что ну, вы же знали это еще на прошлой нашей встрече. То есть вам же застройщик сказал об этом. Он должен был сказать, это невозможно было не сказать. То есть он ей объяснил всю ситуацию. Чтобы посмотреть, если дом в кадастре, по-моему, в России тоже такая же система, я сейчас точно не знаю, не буду как бы утверждать, но в Сербии достаточно ввести просто адрес, и это не стоит ничего, это абсолютно бесплатно. Чтобы найти информацию, в кадастре внесены ли данные или нет, это очень просто сделать. Просто открываешь интернет, вносишь туда адрес, вбиваешь и смотришь, есть ли в кадастре вообще отметка о этом доме и так далее. Вот мы, естественно, находили, что у нас есть только земля, которая в собственности нашего застройщика. Вот. Дома нет, естественно, поквартирного разделения тоже, соответственно, быть не может. То есть это не новая информация. То есть адвокат знала это еще при прошлой нашей встрече, но сказала, что собственность мы можем получить, она этим займется. Мы обговорили стоимость 250 евро. Вот. И уже шли, она нам сказала, приходите подписать документ о том, что вы мне даете права заниматься этим, чтобы она могла заработать. Вот. Якобы без прав, без этих подписанных, она не может заниматься. Но оказалось все не так. Значит, человек, оказалось, может заниматься вашим делом, как считалось это у адвоката. Я до сих пор не могу понять, как это работает. То ли нас просто грубо обманули, то ли так работает вся система адвокатская в Сербии, я до сих пор не понимаю. Хотя я описала ситуацию своему знакомому, который уже много лет здесь живет, и он сказал, что я со своим адвокатом так не работаю. Во-первых, вам должны сначала озвучить стоимость услуги своей, объяснить, можно или нельзя, и после этого вы принимаете решение. То есть для этого и существует первая услуга, консультация, бесплатно, когда человек говорит, может он вам оказать эту услугу или нет. Вот и все. И озвучивают стоимость. И тогда вы решаете для себя, вы будете заключать договор или нет. Я напомню, что нам уже при первой же встрече девушка хотела навязать этот документ, который мы должны были подписать, что она дает, который дает право ей заниматься нашим делом. Ну, естественно, мы отказались, как я уже и сказала, что мы не были уверены, что будет от этого толк, зачем нам давать права. И так и получилось. Значит, во второй раз, когда мы с ней встретились, она сказала нам, что это невозможно сделать, достала вот эту вот папочку и стала говорить, что я для вас проделала большую работу. Вот есть, как это называется, правный совет, то есть это консультация, где я на русском языке, специально для вас, чтобы вам было понятно. Хотя, как я напоминаю, нам не было в этом необходимости. Сын прекрасно общался с ней на сербском и на английском. Никто адвоката не просил для нас делать такое большое дело, распечатывать на русском языке. Вот. И посмотрела в кадастре еще. Это просто одно и то же, это просто в 2 экземплярах. Да, в 2 экземплярах сделала. То есть большую работу проделала для вас. Вот. И посмотрела в кадастр о том, что там вашего дома нет. Что было понятно еще при первой встрече. Значит, не представляется возможным сделать, тра-та-та, разговор ни о чем дальше. Мы сникли, но понимаем, что человек нам дает что-то, и как бы, наверное, сейчас что-то он захочет.
И мы тогда ее спросили: а мы вам должны что-то? То есть как бы было озвучено, что консультация бесплатна. Мы не просили для нас распечатку делать, по какой причине на русском языке мы не можем сделать кадастровое разделение. Нам было на второй день сказано, что это невозможно сделать, но я для вас постаралась, вот распечатала на русском языке о том, что почему, по какой причине невозможно, хотя мы этого не просили. И была озвучена стоимость за вот эту вот папочку 50 евро. Хорошо. Давай деньги. Ты же клялся, что не берешь денег. Я беру деньги не за прогулку, а за то, чтобы слезть со слона. Понял, да? Вот, на секундочку, 50 евро – это почти 6 тысяч динар. Это очень большая сумма за ни за что. Вот. Мы, конечно, немножко в шок, в ступор. Вот. Но девушка продолжала мило улыбаться, говорит, что вот такие вот я работу проделала для вас и так далее. Значит, как-то воспитание нам не позволило сразу сказать, что извините вообще, а что происходит? Мы вас не просили делать вот эту работу, распечатать нам на русском языке. Мы прекрасно вас поняли на сербском, во-первых. А во-вторых, мы вообще не просили распечатывать. По какой причине нам нельзя это сделать? Мы хотели от вас, чтобы вы, если можете, сделали и за это заплатить. То есть конкретно все было объяснено, человек тоже прекрасно все понял, потому что и на английском она разговаривает, и на сербском сын разговаривает. То есть они прекрасно друг друга поняли. Вот, ну, мы растерянные, конечно, расстроенные, стали рыться по кошелькам. У нас, конечно, не оказалось этой суммы с собой. Вот, потому что, во-первых, нам сказали, что консультация бесплатна. Во-вторых, мы пришли подписать договор, как нам сказали, о том, что мы предоставляем только права, но никак не рассчитывали отдать деньги, немалые деньги, за ни за что. Вот, и тогда мы сказали, что нет, у нас с собой денег нет, ну как мы тогда будем поступать, я не знаю. Она сказала, ну я могу вам счет выписать, вы оплатите завтра, там на Вайбер вам скину, и вы оплатите этот счет. Ну и сложилась следующая ситуация, что мы вообще в шоке такие, просто взяли вот эту папочку, положили ее в рюкзак, мы ее даже не читали, вот честно скажу, я даже не читала все это, потому что мы это не заказывали, мне это не интересно. Мне надо было не причину объяснить, почему нельзя, которую, по сути, я и так знала, что его нет в кадастре этого дома. А мне нужно было сказать конкретно, сделаете вы или нет, и сколько это будет стоить. Все, и тогда, когда вы сделаете, я вам заплачу эти деньги. То есть, ну, все просто. Услуга – это тоже товар. То есть покупать, вы же не покупаете в магазине какие-то товары, не зная, сколько они стоят. Правда же? Правда. И вы не покупаете оправдание этих товаров, да, вы покупаете сам товар. То есть вы платите деньги за то, что вам нужно, а не за оправдание, почему его нет, например, этого товара, да. Ну нет же такого. Услуга – это тоже товар. Поэтому я считаю, что это… Мне очень бы хотелось надеяться, что не все адвокаты работают таким образом в Сербии. Я не знаю, мы столкнулись с адвокатом первый раз. То есть, когда мы оформляли квартиру, мы обращались к нотариусу. Вот. Ну, там все прошло хорошо, и мало того, с нами был еще наш риэлтор, с которым я вас уже знакомила. То есть не было и каких-то вообще подводных камней, проблем. То есть, в принципе, все было понятно и ясно. Вот. То ли все так адвокаты работают, такая система, то ли ну, нам так не повезло, что вот мы столкнулись вот с таким адвокатом. Вот, значит, на следующий день, когда мы пришли, вот так вот положили вот это вот, и просто в шоке, ну, осознавая то, что нас практически обманули, вот, я сказала сыну, давай напишем ей сообщение о том, что вот то, что я вам сейчас рассказала, по сути, мы все это описали ей в сообщении. Мы сказали, счет она нам скинула на Вайбер, все. И мы сказали, что а почему так произошло? Вот мы же у вас не заказывали эту услугу. Ну, то есть я сейчас не буду все объяснять опять по второму кругу. То есть то же самое, что я вам сейчас объясняла, я и объяснила также сообщениями. На что нам, значит, было сказано опять, что я проделала для вас большую работу. Я в кадастр посмотрела, я распечатала для вас совет, как это консультация.
Вот, потом мы ей сказали, что мы же вас... Ну, то есть продолжался разговор такой вот, как глухой там, я не знаю, со слепым. То есть мы ей опять пишем, что ну, мы не просили вас это делать. Почему? То есть мы не давали вам право какое-то предоставлять наши интересы. Нам нужно было конкретно решить один вопрос. И вы отказались его, сейчас отказались решать. Хотя на первой консультации вы сказали, что это возможно сделать. И мы вам готовы были заплатить за нее. Но за объяснение, почему это невозможно, мы с вами не договаривались вам платить 50 евро. Вот. На что она опять вот как будто бы не слышит. Она пишет нам опять одно и то же. Я проделала большую работу. Если вы недовольны моей работой, в общем, как-то так она сказала, можете не платить. Опять же, я не понимаю, что значит можете не платить. То есть тогда компания на нас просто подаст в суд или адвокатам, я не знаю. Как мы можем не платить? А потом мы не являемся какими-либо аферистами. Что значит не платить? Я опять ей пишу о том, что вы же понимаете, что дело не в том, что нам не нравится качество вашей работы. Абсолютно не в этом. Мы просто эту работу у вас не заказывали. Это абсолютно другой вариант. То есть мы ее не просили для нас сделать. И тем более вы нам не озвучили ее стоимость, что она будет стоить 50 евро. Девушка-адвокат нам написала в переписке, что она вообще могла бы подать наши документы на регистрацию. И тогда бы мы еще заплатили и таксу государству. Но нам бы отказали. То есть выдали бы решение, что это нельзя сделать. Мы, конечно, вообще просто удивлены были работе адвокатов в Сербии, потому что получается, что когда вы приходите к адвокату, вам могут дать заведомо неправду, да, то есть какую-то информацию неправильную. И вы пойдете по ложному пути, выложите свои деньги за таксу, адвокату и так далее, и ничего не добьетесь. А разве адвокаты не для этого существуют, чтобы решить вашу проблему, с которой вы приходите? Вот поэтому до сих пор мне непонятно, все ли так работают или нам просто не повезло. Также в переписке адвокат сказала, что не нужно было вам брать счет. То есть нам не сказали, что мы должны что-то оплатить. Мы шли вообще, нам сказали, что с другой целью мы шли туда. Нам сказали, приходите, да, подпишите документы, которые дают мне право дальше заниматься вашим делом. У нас, естественно, с собой не было денег. То есть нас не предупредили, что мы будем должны 50 евро. Наличных у нас не оказалось. И тогда мы сказали, ну, а как быть? И она нам сама сказала, тогда я вам могу выписать счет. Вот. И в переписке потом она нам сказала, тогда не надо было, чтобы я вам выписывала счет, не надо было вам счет выписывать. Вот, то есть то, что я вам выписала счет, вы уже теперь обязаны оплатить. Это юридический документ и так далее. То есть человек сам создал такую ситуацию, чтобы мы оказались в такой ситуации, что мы не можем оплатить наличными, у нас их просто нет с собой. Вот, выписывает нам счет, а потом на этот же ссылается, что вот если бы я вам не выписала счет, еще можно было бы что-то сделать, а теперь уже ничего. Ну, как обман, я это не могу по-другому назвать, абсолютно никак. Вот. В общем, разговоры не привели ни к чему. Когда я ей сказала, почему вы нам сказали, что консультация бесплатна, вот, а сами с нас, значит, требуете теперь 50 евро, вот, то человек мне просто перестал отвечать. Ну, видимо, как загнанный в угол, больше сказать нечего, человек мне просто перестал отвечать. В общем, по сути, у нас этот счет сейчас есть, скинут на Viber, мы его еще не оплатили, ну, потому что его, в принципе, скинули, сегодня мы все это выясняли, вот, он у нас еще не оплачен. Ситуация очень некрасивая для меня, то есть я вообще не понимаю, каким образом так можно делать. Ощущение такое, что, конечно, тебя просто обманули, обвели вокруг пальца. То есть если не можем предоставить вам услугу, которую вы хотите, мы вам можем предоставить другую услугу, которую вы не просили, чтобы хотя бы что-то все равно заработать на вас. То есть выглядит это так. Ну, давайте обратимся к логике. Я художник, я продаю свои работы. Я вынесла, поставила свои работы продавать. Вот стоит одна большая работа, которая человек подходит, и она его заинтересовала. Он говорит, вы продаете эту работу? Я говорю, да, продаю. Сколько она стоит? Я говорю, 250 евро. Хорошо, я ее куплю у вас. Я ему говорю, знаете, я сейчас не могу вам отдать, приходите завтра, там, через пару дней. Человек приходит через пару дней и говорит, давайте я куплю у вас эту работу. А я ему говорю, вы знаете, работы у меня этой нет.
неважно по какой причине, я ее продала уже кому-то, я ее передумала продавать. Я отказываюсь теперь продавать эту работу, но при этом говорю, вы знаете, я не могу вам ее продать, но я могу объяснить вам, почему я ее не могу продать. И это будет стоить 50 евро. Вот вы мне сейчас должны уже 50 евро, просто потому что я потратила на вас свое время, постояла рядом с вами и объяснила вам, почему я не могу продать вам эту работу, которую вы хотели вчера. И я вам сказала, что я вам ее продам. Где логика? Я не понимаю. Поэтому мы вот попали в сложную ситуацию. Значит, хочу вперед забегая сказать сразу, что, скорее всего, мы этот счет, конечно же, оплатим. Но как работает система адвокатов в Сербии, я не понимаю. Очень хочется верить в то, что не все так адвокаты работают. А нам попался просто недобросовестный адвокат. Же, как я уже сказала, мы этот счет оплатим только потому, что мы не имеем еще гражданства. Вот, но логики в этом я не вижу. И кто-то из русских, если будет обращаться в Сербии к адвокатам, имейте в виду, что нельзя идти к первому попавшему адвокату, которого вы вообще не знаете, у вас нет никаких рекомендаций к нему. Лучше узнать, если ваши знакомые уже куда-то обращались, то есть воспользоваться проверенным адвокатом. По каким-то незнакомые, если вас направляют к каким-то адвокатам, лучше тоже этим не пользоваться, вот как у нас получилось. Вот. Иначе с вами могут поступить вот так же, как с нами.